Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. А это вторая часть видео мастер-класса, где мы вяжем шаль крючком. Шаль называется Memory. Первую часть видео мастер-класса вы можете посмотреть по ссылке в описании. А мы продолжаем вязать шаль. Всем приятного просмотра! Дальше мы вяжем 13 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема, еще одну четвертую дополнительно петлю по рисунку и в первую петлю предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Дальше делаем одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. То есть в этом ряду мы опять формируем вот такие вот арочки. Дальше одна воздушная петля. И теперь посмотрите, вот с лицевой стороны мы вязали столбики с 3 накидами. Их мы провяжем рельефными изнаночными столбиками с одним накидом. Заводим крючок вот таким вот образом, чтобы у нас столбик был за работой. Крючок перед столбиком и провязываем столбик с одним накидом. Дальше одна воздушная петля. И в предыдущем ряду мы вязали 3 столбика с одним накидом. В центральный столбик вяжем столбик с одним накидом. То есть получается, одну петлю пропускаем, вяжем следующий столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, опять одну петлю пропускаем, а следующий столбик мы вяжем. Если мы посмотрим с лицевой стороны, вот так вот полностью нужно захватить столбики с 3 накидами. Вот у них общая вершина. И вот за эту вот вершину нужно захватить и провязать рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И потом мы посмотрим с лицевой стороны. И у нас будет вот так. И продолжаем так до конца ряда. Опять одна воздушная петля. Центральный столбик предыдущего ряда, вот первый, второй, третий, в серединку вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. Еще раз заводим крючок прямо вот за эту вершинку столбиков с 3 накидами. И провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. И провязываем так до уголочка. Итак, мы довязали до того момента, когда у нас остался один столбик с 3 накидами вот здесь с лицевой стороны. Мы также его захватываем и провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем, следующий вяжем столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, одну петлю пропускаем и в следующий столбик, получается в предпоследний, мы вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля и в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны опять все повторяем. Одна воздушная петля, первую петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик с одним накидом, одна воздушная петля, пропускаем, в следующий вяжем столбик с одним накидом,
1 воздушная петля. И дальше у нас идет с лицевой стороны столбик с 3 накидами. Захватываем его и провязываем рельефным изнаночным столбиком с 1 накидом. 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля. Дальше у нас с лицевой стороны идут 2 столбика с 3 накидами с общей вершиной. Захватываем вот так вот эти 2 столбика и провязываем рельефный изнаночный столбик. И чередуем так до конца ряда. Довязываем до конца ряда, захватили последний столбик с 3 накидами и провязали столбик рельефный изнаночный, сделали 1 накид, 1 петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, 1 пропускаем, в следующую вяжем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем и в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы вяжем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля и столбик с 1 накидом. В 13 ряду у нас получается 25 вот таких вот арок. Далее мы делаем 3 воздушные петли подъема и вяжем 14 ряд. 14 ряд точно такой же, как 9 ряд. 3 воздушные петли подъема и еще 1 дополнительная воздушная петля по рисунку. В первую петлю мы сразу вяжем столбик с 1 накидом. Дальше 1 воздушная петля. И в этом ряду мы чередуем столбик с 1 накидом, шишечку. То есть точно так же, как мы вязали вот этот вот 9 ряд. Итак, значит, следующий столбик мы вяжем шишечку. Или вы вяжете свой какой-то элемент, либо это пышный столбик, либо попкорн. Зафиксировали, 1 воздушная петля, в следующий столбик вяжем обычный столбик с 1 накидом. 1 воздушная петля и опять мы вяжем шишечку. Провязали все петли на крючке, сначала зафиксировали, а затем 1 воздушная петля и в следующий столбик с 1 накидом. И продолжаем так вязать до уголочка. Провязали до конца ряда. В предпоследний столбик предыдущего ряда у нас получилась шишечка. Сделали 1 воздушную петлю. И в арку мы вяжем 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с 1 накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, во второй столбик мы вяжем шишечку. Зафиксировали, 1 воздушная петля. В следующий столбик вяжем столбик с 1 накидом. И продолжаем вязать так до конца ряда. В последний столбик мы должны провязать шишечку, 1 воздушная петля. И в третью воздушную петлю подъема мы вяжем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля и столбик с 1 накидом. И в этом ряду у нас с каждой стороны должно получиться по 13 шишечек. Далее мы вяжем 15 ряд. 15 ряд вяжется точно так же, как 10 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Дополнительно 4-ю петлю по рисунку.
В первую петлю провязываем столбик с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. В столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. И там, где мы вязали шишечку, мы вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Над обычным столбиком вяжем обычный столбик с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. Над шишечкой мы вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. 1 воздушная петля. Над обычным столбиком обычный столбик с одним накидом. И продолжаем так вязать до арочки. Последний столбик с одним накидом перед аркой мы провяжем в предпоследний столбик предыдущего ряда. Сделаем 1 воздушную петлю. В арочку провяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И по левой стороне сначала свяжем 1 воздушную петлю. Столбик с одним накидом свяжем во второй столбик предыдущего ряда. Дальше здесь мы провяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом над столбиком предыдущего ряда. И так будем чередовать до конца ряда. В конце ряда провяжем над пышным столбиком, мы провяжем рельефный изнаночный столбик, 1 воздушная петля. Над последним столбиком провяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля. И в третью воздушную петлю подъема мы провяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. В 15 ряду у нас получается 29 вот таких вот окошечек с каждой стороны. Далее мы начинаем вязать 16 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. В первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. И в этом ряду мы вяжем только столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. Здесь у нас была воздушная петля, значит сначала мы вяжем в арку, затем в столбик. И чередуем. Сначала вяжем в арку столбик с одним накидом, затем вяжем в столбик предыдущего ряда столбик с одним накидом. И продолжаем вязать так до конца ряда. В каждую петлю вяжем столбик с одним накидом. Довязываем до уголочка. В уголок мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И по левой стороне то же самое повторяем. 2 столбика с накидом провязываем столбики предыдущего ряда, потом чередуем в арку, в столбик, в арку, в столбик, в арку, в столбик. И провязываем так до конца ряда. В конце ряда также вяжем столбик над столбиком предыдущего ряда. Не забываем, здесь у нас была воздушная петля, значит в арку мы провязываем столбик с одним накидом, а уже затем в третью воздушную петлю подъема мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И в этом ряду у вас должно получиться 64 столбика с одним накидом с каждой стороны. Провяжите весь этот ряд до конца самостоятельно. Вот так у нас получается на данном этапе. Далее мы вяжем 17 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема. В первую петлю провязываем
2 столбика с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля. Одну петлю в предыдущем ряду пропускаем, в следующую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. В одну петлю 3 столбика с одним накидом. Дальше 1 воздушная петля, 4 петли пропускаем, 1, 2, 3, 4 и в пятую вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. И повторяем так до конца ряда. 1 воздушная петля, 4 петли пропускаем, 1, 2, 3, 4, в пятую вяжем 4 столбика с одним накидом. Все эти 4 столбика вяжем в одну петлю. И опять 1 воздушная петля. И в пятую петлю вяжем 4 столбика с одним накидом. Провязываем так до уголочка. Итак, довязали до уголочка. Последний веерок из 4 столбиков с одним накидом вы должны провязать в предпоследний столбик предыдущего ряда перед аркой. Дальше мы делаем 1 воздушную петлю и в арку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны повторяем. Сначала делаем 1 воздушную петлю. Первую пропускаем, во второй столбик предыдущего ряда мы вяжем сначала веерок из 4 столбиков с одним накидом. 3, 4, 1 воздушная петля, 1, 2, 3, 4 петли пропустили, в пятый вяжем 4 столбика с одним накидом. И продолжаем так до конца ряда. В конце провязали веерок из 3 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем и в третью воздушную петлю подъема провязываем 3 столбика с одним накидом. И дальше мы вяжем 18 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема. В первую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли. Далее по схеме мы должны вязать пышный столбик, но опять же повторю, что пышные столбики в этой пряже мне не нравятся, поэтому я буду вязать шишечку из 3 недовязанных столбиков с одним накидом. Итак, заводим крючок между 2 веерочков в предыдущем ряду, провязываем недовязанный столбик первый, опять сюда же крючок вставили, недовязываем столбик второй. И еще раз не довязываем столбик третий. Сейчас у нас на крючке 4 петли. Делаем накид. Дальше заводим крючок между следующими 2 веерочками в предыдущем ряду. Подтягиваем ниточку и опять провязываем первый недовязанный столбик. Опять заводим крючок. Провязываем второй и сюда же третий недовязанный столбик. Сейчас на крючке у нас 7 петель.
Теперь захватываем рабочую ниточку и продеваем через эти все петли на крючке и фиксируем. Вот таким образом получается. Дальше 3 воздушные петли. И опять заводим крючок сначала вот в эту арочку и провязываю 3 недовязанных до конца столбика. Оставляю эти все петли на крючке. Дальше делаю накид. Перехожу к следующей арке. Опять провязываю 3 столбика недовязанные до конца. Теперь захватываю рабочую ниточку и продеваю сквозь все эти петли на крючке. Фиксирую. И опять 3 воздушные петли. И вяжем так до уголочка. Последнюю шишечку мы связали между веерочком предыдущего ряда и 2 столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Вот у нас получилась эта группа. Дальше провязали общую вершину, закрепляем и делаем 2 воздушные петли. И теперь уже в арку мы вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И с левой стороны повторяем. Провязываем 3 воздушные петли. И заводим крючок между 2 столбиками предыдущего ряда и веерочком из 4 столбиков с одним накидом. И начинаем вязать шишечку. Сначала одну, но ее у вершины не соединяем. Переходим сразу к следующей арке. Провязываем здесь вторую шишечку из 3 недовязанных столбиков с одним накидом. И теперь уже соединяем их вместе. Провязываем все петли на крючке. Фиксируем 3 воздушные петли и продолжаем так до конца ряда. В конце ряда провязали последний элемент из 2 шишечек с общей вершиной. Делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. И вот так вот на данном этапе у нас с вами получается. Далее вяжем 19 ряд, 3 воздушные петли подъема. В первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше в следующие 2 столбика, в каждый столбик предыдущего ряда 1 столбик с одним накидом. Одна воздушная петля. И теперь вот над этой группой вставляем крючок вот сюда вот в серединку и провязываем 4 столбика с одним накидом. Опять вяжем веерочки из 4 столбиков с одним накидом. Опять 1 воздушная петля. И теперь переходим сразу к следующему элементу. Вставляем крючок вот сюда вот в серединку и провязываем 4 столбика с одним накидом.
1 воздушная петля, и над каждым таким элементом провязываем веерочки из 4 столбиков с одним накидом. Провязываем так до уголочка. Итак, довязали до уголочка, провязали веерочек над последним элементом предыдущего ряда, делаем 1 воздушную петлю, и теперь в предпоследний столбик мы провязываем последний веерочек из 4 столбиков с одним накидом. Далее делаем 1 воздушную петлю и в арочку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. С левой стороны начинаем сначала 1 воздушная петля, во второй столбик мы провязываем веерочек из 4 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петля, и теперь над каждым вот таким элементом в центральную петельку, прям посерединке, вставляем крючок и вяжем веерочки из 4 столбиков с одним накидом. Провязываем так до конца ряда. Довязали до конца ряда, провязали последний веерочек из 4 столбиков с одним накидом над последним элементом предыдущего ряда. Делаем 1 воздушную петлю, провязываем столбики над столбиками предыдущего ряда. Провязали 2 столбика, и теперь в 3-ю воздушную петлю подъема мы вяжем 3 столбика с одним накидом. И мы провязали 19 ряд. Вот таким образом у нас получается. Далее мы вяжем 20 ряд, делаем 3 воздушные петли подъема. Сразу же в первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше провязываем 2 столбика над каждым столбиком предыдущего ряда. Первый столбик. И в следующий столбик еще 1 столбик. Дальше делаем 3 воздушные петли. И опять повторяем вот этот же ряд, где мы вязали 2 шишечки с общей вершиной. То есть точно так же мы повторяем этот ряд. Делаем накид. Заводим сначала крючок вот в эту самую первую арочку и провязываем первую недовязанную шишечку до конца. Из 3 недовязанных столбиков с одним накидом, вот так 4 петли на крючке, делаем накид. Дальше вставляем крючок в следующую арку, провязываем первый недовязанный, второй недовязанный и 3-й недовязанный столбик с одним накидом. Теперь провязываем все петли на крючке, фиксируем и провязываем 3 воздушные петли. И повторяем все точно так же до арочки. Довязали до уголочка, провязали последний элемент перед уголочком, делаем 3 воздушные петли и в арку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала мы провязываем 3 воздушные петли, дальше в первую арку провязываем сначала шишечку недовязанную, то есть в вершину мы не соединяем. Дальше переходим к следующей арочке, опять вяжем шишечку из 3 недовязанных столбиков с одним накидом.
Теперь это все соединяем, делаем общую вершину, фиксируем 3 воздушные петли. И точно так же продолжаем вязать этот ряд до конца. Довязали до конца ряда, провязали последний элемент, сделали 3 воздушные петли. Дальше мы 2 столбика с одним накидом в предыдущем ряду пропускаем. И в третий вяжем столбик с одним накидом. Рядышком в следующую петельку еще один столбик с одним накидом. И теперь уже в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы полностью довязали этот ряд. Вот так вот у нас получается. И нам остается связать последний ряд. Этого ряда тоже на схеме нет, поэтому он тоже считается таким промежуточным. Этот ряд точно такой же, как мы вязали в середине данного узора. Сейчас мы провяжем столбиками без накида. Делаем одну воздушную петлю. И в каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем столбик без накида. В арочку из 3 воздушных петель мы вяжем по 4 столбика без накида. Дальше следующий столбик без накида вяжем вот сюда, вот в центральную петлю. И опять в арочку 4 столбика без накида. В вершинку данного узора мы вяжем столбик без накида. И опять повторяем в арочку 4 столбика без накида. В вершину вот сюда вот данного узора, данного вот этого элемента 1 столбик без накида. И провязываем так до уголочка. Довязали до уголочка и в последнюю арку перед уголочком вот мы провязали столбик без накида в вершинку вот этого данного элемента. Дальше у нас последняя арка перед уголочком. Вот в эту арку мы должны провязать 3 столбика без накида. Если в остальные арочки мы вязали по 4 столбика без накида, то в эту в последнюю арку мы провяжем 3 столбика без накида. И далее у нас остается 2 столбика с накидом в предыдущем ряду. Над каждым столбиком провязываем столбик без накида. И вот сейчас вот до этого момента у вас должно быть провязано 80 столбиков без накида. Дальше в арочку мы провяжем 2 столбика без накида. Опять 2 столбика без накида над столбиками предыдущего ряда. Самую первую арочку мы провяжем 3 столбика без накида. Дальше столбик без накида в вершину узора. Следующая арка уже идет по 4 столбика без накида. 3, 4, потом в вершинку узора. И опять следующая арка. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в вершинку узора. И провязываем так до конца ряда. Здесь провязываем
в вершинку столбик без накида, в арочку провязываем 4 столбика без накида, и здесь каждый столбик без накида над столбиком предыдущего ряда. И в последнюю третью воздушную петлю подъема мы вяжем 1 столбик без накида. То есть с этой с левой стороны у вас тоже должно получиться 80 столбиков без накида. И мы провязали с вами весь раппорт данного узора. Данный узор состоит из 20 рядов. Плюс у нас еще было 2 ряда промежуточных. Эти 2 ряда у нас не входили в счет. То есть получается всего 22 ряда. Далее, начиная с самого первого ряда, мы все повторяем. Провязываем с 1 по 20 ряд. Повторяем их до тех пор, пока не свяжем полностью всю шаль или пока не закончится моточек пряжи. Итак, давайте я теперь покажу на самой шали. У меня получилось полных 2 раппорта. Итак, вот с 1 по 20 ряд мы провязали вместе с вами. Далее, второй раз я повторила с 1 по 20 ряд, плюс 2 ряда промежуточные. И полностью на третий раппорт у меня не хватило пряжи. Провязала третий раппорт не полный. Итак, получается, я провязала вот этот вот 12 ряд, где мы вяжем столбики с 3 накидами. Дальше следующий ряд я провязала в каждую петлю предыдущего ряда столбики без накида. И в конце шали я провязала вот такую обвязку. На самом деле обвязку можно выбрать любую, такая, какая вам больше всего понравится. У меня обвязка состоит из 3 рядов. В первом ряду мы вяжем арочки из воздушных петель, 5 воздушных петель, 5 столбиков без накида, 5 воздушных петель, 5 столбиков без накида. И вот так провязываем до уголочка. Перед уголочком у меня получилось 7 столбиков без накида. Здесь у меня большая арка из 9 воздушных петель. И с этой стороны все повторяем. Дальше второй ряд обвязки. В арку мы вяжем 11 столбиков с 1 накидом. Там, где мы вязали 5 столбиков с накидом, в центральный столбик вяжем столбик без накида. И опять в арку вяжем 11 столбиков с 1 накидом. В серединку вяжем столбик без накида. Опять в арочку 11 столбиков с 1 накидом. В серединку столбик без накида. И провязываем так до уголочка. В большую арку, вот в эту, я провязала 21 столбик с 1 накидом. И с этой стороны мы опять все повторяем. И дальше у меня получается третий ряд обвязки. Обвязываем столбиками без накида. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем столбик без накида. И по центру делаем вот такое вот пико из 4 воздушных петель. В серединке такой арочки мы провязываем вот такое вот пико. И в итоге получается вот такая вот шаль. Я очень надеюсь, что все было понятно. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайком. Обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на мой канал, а также подписывайтесь на страничку в Инстаграм. Ссылочку оставлю внизу в описании под этим видео. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!